На экране вы видите список из 10 продуктов с хорошо усвояемым цинком. Изначально список был в 3 раза больше, но мы убрали из него ряд специфичных продуктов. Например, медвежатину, корень ажурный и тому подобное. Мы также убрали из списка субпродукты – куриное сердце, свиная печень и подобные им. В общем, мы убрали продукты, которые трудно найти, сложно приготовить или невозможно употребить в большом количестве. Как один из примеров, в 100 граммах сушеной ламинарии содержится суточная норма этого минерала. Казалось бы, проблема решена, а вот и нет. Съесть такое количество ламинарии в сутки можно, но вы получите гипертиреоз. В 100 граммах сушеной водоросли содержится, только вдумайтесь, 15 960% суточной нормы йода. Короче, это быстрее убьет вас, чем поможет. Итак, окончательный список содержит распространенные продукты, которые можно приобрести в магазинах или на рынке. В первой колонке вы видите название продукта, во второй – количество цинка в миллиграммах на 100 грамм продукта. Напомню, что суточная потребность в цинке для взрослых – 10-15 мг. Для беременных женщин показатель увеличивается до 30 мг. Третья колонка – процент от дневной нормы. И последняя колонка – сколько нужно съесть данного продукта, чтобы восполнить суточную потребность в этом микроэлементе. Давайте разберем каждый продукт из списка. Под номером 10 у нас стоит говядина. В 100 граммах говядины содержится 3,1 мг цинка. То есть нужно съесть 380 грамм говядины, чтобы получить суточную норму этого микроэлемента. Представим, что сегодня вы решили использовать говядину. Давайте посмотрим, нормально ли это. Выбираем говядину, ставим 380, вид обработки, например, тушение, и смотрим таблицы. Фосфор, кобальт, витамин В12. Но в общем все нормально, большого перелимита нет. Смотрим таблицу жирных кислот. Первый столбик. Суточная норма до 22,6, а у нас перелимит 25,6. Вывод по говядине. Теоретически в течение дня можно осилить 380 грамм говядины, но будет перебор по насыщенным жирам. Далее, под номером 9 перепелка. В 100 граммах мяса перепелки содержится 3,4 мг цинка. В день нужно съедать 365 грамм этого мяса. Смотрим нутриенты. Выбираем 365, вид обработки, тушение. Основные нутриенты в пределах нормы, не считая кобальта. Съедая столько перепелок, человек получит 867% от суточной нормы кобальта. Так как кобальт накапливается в печени, превышать суточные нормы не рекомендуется. Посмотрим также показатели по жирным кислотам. По жирам все нормально, превышения нормы нет. Делаем вывод по перепелам. Съедая 365 грамм перепелов, вы получите переизбыток кобальта. Номер 8. Индейка. В 100 граммах голени и бедре индейки содержится 4,5 мг нужного нам минерала. Нужно съесть 270 грамм индейки, и норму вы получите. Давайте смотреть, небезопасно ли это. Я подробно не комментирую каждый нутриент, иначе это займет вечность. Смотрим только пиковые значения. Как вы можете видеть, по жирам индейка намного лучше говядины. В таком количестве всего 25,9% суточной нормы жиров. Вы также получите 152% селена, что очень хорошо для мужской и женской гормональной системы. Превышение в 2 раза витамина В12 – это нормально, так как это водорастворимый витамин и сразу выводится с мочой. И, наконец, по жирным кислотам. Также нет превышений. Вывод. Голень и бедро индейки в количестве 270 грамм в день – хороший вариант для поставок организму этого минерала. Например, можно на обед скушать 150 грамм индейки, а на ужин 120. Возможно, вам интересно узнать о грудке индейки. Грудка содержит мало этого микроэлемента. Грудки нужно съедать 1 кг в день, чтобы набрать нужное вам количество цинка. Это будет большой переизбыток по белкам и сильнейшая нагрузка на почки. Так что для этой цели грудка не подходит.
Далее под номером 7 нашего списка стоит сыр голландский 45% жирности. В 100 граммах сыра содержится 5 мг цинка. Сыра нужно съедать 240 грамм в день. Но можно даже не тратить время на таблицы. И так понятно, что будет сильный перебор по жирам и соли. Но если конкретнее, то вы получите переизбыток по насыщенным жирам, хлору и натрию. Этот вариант отпадает. Номер 6. Краб камчатский. Содержит 5,5 мг цинка в 100 граммах продукта. Рассмотрим этот вариант. Можно ли скушать 215 грамм крабового мяса без вреда для здоровья? Вводим данные, вид обработки, также тушение. Кстати, это важно для более точного сравнения, так как мы и ранее везде выбирали тушение. Итак, что мы видим? По нутриентам все отлично, и обратите внимание на медь и цинк. Меди 186% от суточной нормы. Это превосходно, так как у многих людей острый дефицит меди. Из селена также суточная норма. Супер! Для справки. Селен и цинк в синергии избавляют от седины, а также мощно стимулируют половые гормоны. И, наконец, по жирным кислотам. Тоже все отлично. Плюс присутствует качественная омега-3. Вывод по мясу крабов. Если у вас есть возможность покупать его, хороший вариант. Например, можно съедать 115 грамм крабов на обед и 100 на ужин. Номер 5. Пшеничные отруби содержат этого минерала 7,2 мг в 100 граммах продукта. Отрубей нужно употреблять в сутки не менее 165 грамм. Открываем таблицу. Сразу видно превышение содержания клетчатки в 3,5 раза. Это очень много. Клетчатка полезна, но не в таком количестве. Избыток пищевых волокон более 40 грамм в сутки может существенно затормозить всасывание железа, кальция и других важных элементов. Короче говоря, 40 грамм клетчатки в день – это максимум. Если вы добавите именно такое количество в свой ежедневный рацион, то получите дополнительные 30% цинка от суточной нормы. Под номером 4 у нас тыквенные семечки сушеные. Про семечки тыквы написано очень много правды и мифов. Давайте проверим это. В 100 граммах семян содержится 7,8 мг цинка. Скушать их нужно немало – 155 грамм. Проверяем нутриент. Перебор по жирам, а конкретнее по полиненасыщенным кислотам и омеге-6, которая и так в избытке в рационе современного человека. Короче, не пытайтесь семечками тыквы восполнить суточную потребность в минерале. Безопасно кушать в день не более 50 грамм тыквенных семечек. Это покроет треть суточной нормы цинка. Номер 3. Семена кунжута. В 100 граммах кунжута содержится 10,2 мг цинка. Это 85% суточной нормы. В день нужно употреблять 117 грамм этих семян. Проверим, насколько это возможно. Что мы видим? Такая же ситуация, как и с семечками тыквы. Большой перебор по тем же жирам. Поэтому сразу уменьшаем вес кунжута до 30. Больше 30 грамм кунжута в день употреблять не рекомендуем. В итоге вы получите совсем немного, 17% минерала в день. Вывод. Несмотря на то, что изначально кунжут содержит много цинка, употреблять его так много нельзя. Так что используйте кунжут просто как добавку к блюдам и не более 30 грамм в сутки. И наконец мы подошли к лидерам списка. Номер 2. Грибы маслята. 100 грамм грибов содержат 112% суточной нормы микроэлемента. И скушать их нужно всего 90 грамм. Выбираем тушение и проверяем таблицы. Все просто супер, не к чему придраться. Обратите внимание, подобно крабам, маслята содержат суточную норму меди. Вывод очевиден. Маслята можно смело назвать хорошим поставщиком таких микроэлементов, как медь и цинк. И номер 1 в нашем списке – устрицы. В 100 граммах мяса устриц содержится 15,5 мг цинка. Это 130% суточной нормы.
необходимо употреблять всего 77 грамм устриц. Проверяем, смотрим и видим, все супер. Преимущество устриц в том, что они содержат так называемый гормональный квартет В12, медь, селен и цинк. Вот почему устрицы считают сильнейшим афродизиаком, то есть продуктом, повышающим желание и способность мужчины и женщины заниматься, сами понимаете чем. По жирным кислотам также очень хорошо. Устрицы содержат нужную нам омегу-3. Делаем выводы. Голень и бедро индейки, мясо камчатского краба, грибы маслята и мясо устрицы являются лучшими источниками органического соединения цинка. Теперь вы сможете правильно подобрать продукты, чтобы получить минерал в нужном вам количестве. И я рекомендую добавить это видео себе в плейлисты или закладки, чтобы в будущем при составлении меню вы могли быстро найти данные по продуктам, нутриентам и граммам. Если будут вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы ответим. Если вы знаете другие источники, содержащие цинк, напишите нам, и мы изучим их.